Ну что, приступим к изготовлению стола. Это обычная столешня, а необычность ее в том, что она куплена за 1000 рублей. Это бракованная столешня. 3 метра на 60 сантиметров и 38 миллиметров толщина у нее. И естественно, материала в обрез. То есть я где вот что нашел где-то, приходится кроить, как обычно. Мы это очень любим, трудности нам только подавай. В общем, посмотрим, что из этого получится. Надо напилить детали и попробовать сложить хотя бы пробную какую-то конструкцию. А потом уже монтировать на стену. Напилил детали без остатка. И у меня идея сделать вот такую конструкцию. Вот здесь стена. На этой полочке лежит столешня. Длинная доска упирается в пол. И она фиксируется рамными анкерами. На такую столешню трехметровую, я думаю, использовать 5 таких вот кронштейнов. Эта столешня достаточно тяжелая, где-то килограммов 50-60. Плюс на ней еще будут детали, еще будут усилия. Эти кронштейны должны быть способны нести хороший вес. Вот такую конструкцию я имел в виду. Вот как-то так это работает. Я предусмотрел таких 5 кронштейнов, упоров. Мы поставили сейчас 2 крайних упора. И уже по ровной линии уже сформируем оставшихся 3. Вот. Сейчас я покажу вблизи. Вот. И укос опирается сюда, и укос опирается туда. Для фиксации вот этой вертикальной доски использовали рамные анкера 10 миллиметров. 10 на 100 с копейками. Я точно не помню, какие они там. И здесь еще брусок опорный. Я делаю с товарищем здесь, и он говорит: это ты городишь лишнее, да ты что там, 2 ноги, говорит, еще там, бросай, говорит, одну ставь по центру. Не хочу, я хочу побольше, мне нравится, когда побольше. Их будет больше, их будет 5 штук, не 3, а 5. Здесь будет большой вес, здесь с закладными всякими, с усилиями, тут будет до 200 килограмм доходить вес. Ну зачем? Стена кирпичная, крепенько сделаем, нормально будет. Может это чрезмерно, ну лучше больше, чем меньше, лучше перебдеть, чем недобдеть. Вот такое мое мнение. Это будет крепче, его хватит на дольше, и оно будет работать плотно и четко. Ну что, сделали мы себе тут загончик, наконец-то. Появился у нас стол, верстак. Вроде бы даже немного ровный. Ровный, нормальный. Доски кривые, естественно, все поведенное. Все вот так там петляет. Ну, мы ставили по ниткам. У нас была начальная опора, конечная опора, и уже по ней выставили остальные. Плюс-минус нормально. Если в процессе эксплуатации где-то будет замечена просадка, всегда можно подложить клинышек какой-то и как-то отрегулировать именно ровность вот этого стола. Стены защитили. Это не только от гипса, особенно от жира, потому что мы же будем смазывать маслом. Ну и сделали такой отлив жестяной, чтобы гипс как бы стекал сюда, не ляпался тут в разные стороны. В самом конце про плюсы и минусы, достоинства и недостатки. Недостаток стола, естественно, его размер. Здесь только 60 сантиметров рабочих. Какую-то большую деталь на ней не вытянуть. Но нам на все детали, которые в этой квартире, нам должно хватить такого размера. Плюс достоинство, его компактность, он маленький. Этот стол, этот верстак, он маленький. Если бы здесь стоял большой, стандартный рабочий верстак 2,40 на 1,20 м, который выставляется один раз. Ты один раз его выставил, все, ты не имеешь права вообще его там трогать, шевелить. Потому что его обратно надо перевыставить, сделать ровным. Это удобно в мастерской где-нибудь. Но в квартире, у нас же еще потолки предстоят нам, да? Мы просто снимем вот эту вот столешню, поставим козлики, будем работать спокойно. А стол огроменный пришлось бы тут перетаскивать вообще там по всей квартире, елозить. А еще у нас появился первый шаблончик и каретка.
Товарищ помог сегодня, сделал шаблон, каретку, помог со столом разобраться. Вот эта деталь первая, это карниз, верхняя его часть в комнате, где я занимался дранкой. Там, где вот нет полностью двух углов у потолка. Вот это верхняя часть этого карниза. Вот. Вот кареточка. Завтра уже будем работать, заниматься, скорее всего. Вот такой вот упорчик тут предусмотрен, чтобы не изгибался нож. Вроде еще есть мысль все-таки защитить вот стену, потому что, ладно, гипс попадет, это не страшно, но вот если жир куда-то попадет на штукатурку новую, да, может быть проблемно. Вот можно там части еще защитить, там стены как-то. Вот так происходят процессы, вот так вот идут дела. Шаблоны, изготовление шаблонов где-нибудь в будущем, я думаю, покажу, есть на чем показать. Ладно, пока-пока. Всего доброго. До свидания.